Итак, биткоин сильно упал. Монета понизилась в цене, а инфлюенсеры предсказывают дальнейшее падение. Но сейчас мы наблюдаем стабилизацию и постепенный рост курса биткоина. Что происходит? Выбрались ли мы из кризиса? Короткий ответ – нет, еще не выбрались. Я покажу вам уровни. Я расскажу вам про лучшие и худшие варианты развития событий. Назову уровни, которые нужно отслеживать, чтобы быть в курсе дел и не поддаваться эмоциям. Обязательно посмотрите это видео. И мы начинаем. Привет, ребята, это Брифит Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифит Дэнс. Редакция Crypto.ru перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor, в котором автор дает прогноз для биткоина. Что его ждет? Бычий забег или медвежий капкан? Поставьте нам лайк. Привет, с возвращением! Меня зовут Пол, и если вы здесь впервые, то этот канал посвящен криптовалютам и криптопредпринимательству. Посмотрите мои видео, и если они вам понравятся, то подумайте о подписке на канал, если вам нравится мой стиль и все такое. Итак, биткоин сильно упал в цене. Многие люди ожидали дальнейшего снижения. Многие ожидали падения до 40 или даже до 30 тысяч. Вчера я снял ролик, в котором объяснил ситуацию и указал на важные уровни. Коротко, если мы упадем ниже 50 тысяч, 49 тысяч, этот уровень станет сопротивлением. И если монета не сумеет подняться выше уровня сопротивления несколько дней или неделю, то тренд будет крайне медвежьим. Это даже может привести к медвежьему рынку. Еще я сказал, что если мы преодолеем отметку в 60 тысяч и удержимся, то этот бычий рынок продолжится, а 55 тысяч станут ориентиром, поводом для оптимизма. Вчера я был настроен на 50 на 50. Сегодня мы преодолели отметку 55 тысяч, и я склоняюсь к тому, что рынок продолжит расти. Давайте я покажу график роста. Позитивный сценарий и то, на что следует обратить внимание. Так вы сумеете принять решение. Ближе к концу видео я дам вам несколько советов. Итак, вот оптимистичный сценарий. Это дневной график. Как видите, здесь мы практически сформировали большую фигуру – чашка с ручкой. Чашка с ручкой выглядит как чашка. Вот эта чашка, а не ручка. Вот эта часть – бычий флаг. Что касается минимумов, то мы фактически опустились до 49 тысяч. Кстати, мы предсказали это, когда поднялись до 60 тысяч. Но с тех пор мы снова поднялись. Если не обращать внимания на колебания, то мы все еще находимся в этой ручке. Если мы поднимемся выше и пробьем линию шеи, на что я надеюсь, то это будет хорошим знаком. Вы можете ожидать гораздо более высоких значений в долгосрочной перспективе. Однако для того, чтобы это произошло, нам нужно преодолеть отметку в 60 тысяч и удержать ее. Так у нас будет шанс на этот сценарий. Поэтому, если мы опустимся ниже 49 тысяч и сделаем это сопротивлением, то наша модель разрушится, а тренд сменится, то есть потенциально наступит медвежий рынок. Никто не хочет видеть этого. Будет сложнее вернуться на прежние позиции. В целом, я довольно давно испытываю оптимизм. В комментариях ко вчерашнему видео было много нападок. Хотя я объяснил, что даю вам два варианта развития событий. Так вы сумеете разработать стратегию и сделать то, что считаете правильным. Фактически, мы находились в зоне без торговли. Мы не знали, в каком направлении пойдет рынок. Еще год или полтора назад я говорил, что на этот раз бычий рынок может быть короче, а его пик придется на конец 2024-го, начало 2025 года. Это было довольно опасно и остается опасным, поскольку все может так и произойти. Тем не менее, я не ожидал, что цена упадет или пробьет эти уровни. Но это зависит не от меня. Это показывают графики. И хотя мы предсказали падение после ивента NVIDIA, падение после халвинга и падение на 40% после этого,
Что в итоге и случилось. Вы должны понимать, что и я иногда ошибаюсь, поэтому нужно смотреть на графики. Когда мы находимся в этом диапазоне, нам нужно подняться выше 60 тысяч и сделать это поддержкой или опуститься ниже 49 тысяч и сделать это сопротивлением, чтобы понять, медвежий у нас рынок или бычий. И если вы не дневной трейдер, то вам нужно знать общую картинку. А я хочу поделиться с вами информацией. Отвечаю на ваш вопрос. Нет, мы еще не выбрались из этой передряги. Биткоину необходимо подняться выше 60 тысяч и закрепиться на этом уровне. Да, существует опасность медвежьего рынка, если биткоин опустится ниже 50-49 тысяч и сделает это сопротивлением. Это потенциальный медвежий рынок. Пожалуйста, обратите внимание на мои слова. И вот мы в этом диапазоне уже преодолели 50 тысяч, а пока находимся на отметке 56 600. Я склоняюсь к тому, что биткоин будет расти, но я еще не принял решение, поскольку мне нужно понять, в каком направлении он будет двигаться. Еще раз, кризис пока не преодолен. Но вот что я считаю забавным. Вот это видео я опубликовал вчера. Оно называется «Срочно! Биткоин рухнет, если это не произойдет в течение 2 недель». И я там объясняю, на что мы смотрим и почему я называю срок 2 недели. А также говорю про долгосрочные перспективы. Обязательно посмотрите тот ролик. Если вы его еще не открывали, то вот вам мой главный совет. Пожалуйста, посмотрите тот ролик. А еще я вчера провел прямую трансляцию, медвежий рынок биткоина наступил или нет. А еще я говорил об этом в своей группе за день до стрима. Но вот что меня действительно заинтересовало и показалось мне забавным. Это некоторые комментарии, которые я получаю. Например, в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу пойдет дождь. Не забудьте про субботу и воскресенье. Видите, я был прав. Дождь пошел в четверг, как я и говорил. Этот комментарий просто идиотский. Он показывает, что человек не понимает технический анализ, основанный на вероятностях. И я буквально в начале видео сказал, что получу глупые комментарии от таких глупых людей, как вы. Так что поздравляю, вы один из них, вы попали в список. А еще я даю вам уровни. Если мы опустимся ниже этого уровня и он станет сопротивлением, то произойдет следующее. А если мы поднимемся выше этого уровня и он станет поддержкой, то произойдет следующее. Я не говорю, что может что-то произойти. Я просто даю вам уровни. Но вы этого не понимаете. Поэтому мой ответ таков. Я могу объяснить вам некоторые вещи, но не могу понять их за вас. Мне жаль. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то ни я, ни любой другой канал на YouTube вам не поможет. Вот еще один комментарий. Что-нибудь изменилось? Сегодня был существенный рост цены. Похоже, мы сможем достигнуть 60 тысяч. Да, мы говорили об этом. Я сказал, что если мы поднимемся выше 55 тысяч, то шансы возрастут. И они действительно возрастают. Поэтому я сейчас и говорю об этом. И я говорил об этом во время прямого эфира, если вы его смотрели. И я советую вам смотреть мои стримы. Это самый важный контент на канале. Так что подпишитесь и нажмите на колокольчик, если вам интересно. Но давайте посмотрим другие комментарии. Ты сам не знаешь, что происходит, но тебе надо было снять ролик. И это 89-е, самое важное видео года. Да, это 89-е видео. Немного преувеличиваю, но да, это видео номер 89, которое я считаю самым важным в этом году. Я выпустил более 1700 роликов на этом канале. Да, многие из них будут самыми важными в самое важное время года, когда я выпускаю их. Да, это вполне возможно. Короче, да, ты самый умный и сообразительный. Это видео номер 89. Возьми с полки пирожок. Но подождите, это еще не все. Итак, ты признаешь, что все твои предыдущие прогнозы были ошибочными? Ты выкладываешь десятки видео, продвигая грядущий бычий рынок.
а теперь просто говоришь про оба варианта, чтобы через 2 месяца мог загрузить ролик и сказать: если вы подписаны на меня и всю прочую херню. Отписка. Да, пожалуйста, отписывайся. Ты слишком тупой, чтобы понять, о чем я говорю. Да, я сделал 30 видео о бычьем рынке с отметки 15600. Я умолял вас покупать криптовалюту Solana, BTC, когда они стоили $15 60 центов и $16 70 центов. Говорил вам приобретать ИИ монеты. Извини, прошу прощения за то, что ты разбогател, если следовал моим советам. Ты заработал целое состояние. Прошу прощения за то, что снимаю видео, в котором говорю, что цена может подняться или упасть, и не говорю, что она 100% вырастет или 100% упадет. Если ты знаешь, что такое технический анализ, то это вероятности. Вот на что я смотрю. Вот почему я так успешен. Вот почему мы так успешны на этом канале. Вот почему я так успешен в жизни, потому что я понимаю, что такое вероятности. Я знаю, что я не Нострадамус или Лысанамус, поскольку у меня лысая голова. Она аж блестит. Ребят, проснитесь. Вот что делает вас бедными. Это менталитет делает вас бедными. Вот что я говорю. И если вы еще не бедный, то очень быстро обеднеете, если не исправитесь. Проснитесь. Мои возможности ограничены. Раскройте свой разум и поймите, что говорю я или кто-то другой, кого вы смотрите, что вы читаете. И просто перестаньте, не пытайтесь найти... Знаете, слов нет. Посмотрите недавние видео, чтобы понять, о чем я говорю и на какие уровни стоит обратить внимание. Или посмотрите это видео, чтобы понять, как можно увеличить капитал в 1000 раз благодаря криптовалютам. Потом подумайте о подписке на канал. Большое спасибо, увидимся в следующем ролике.